Уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить сразу за возможность выступления на столь высоком форуме. Я постараюсь ответить на ваш вопрос в ходе своего выступления, если позволите, Владислав Николаевич. Уважаемые коллеги, в настоящее время можно говорить о том, что российская фармацевтическая промышленность транслирует значительные показатели роста. Усиливаются наши отечественные предприятия, формируются новые, формируются предприятия полного цикла. Естественно, что такое стратегическое развитие, связанное с лекарственной безопасностью, требует достаточно большого количества компетентных специалистов. Вместе с тем, обратите внимание, до 30 года, по данным Татьяны Голиковой, потребуется более 7 тысяч специалистов с вузовским образованием для фармацевтических предприятий. В настоящее время более 50 фармпроизводств транслируют дефицит кадровый в специалистах, причем этот дефицит от 30, внимание, до 90% кадрового. Особый дефицит наблюдается в новых специальностях. Это биотехнологи фармацевтические, специалисты в области фарминжиниринга, биоинженеры, специалисты по производству, по контролю качества. Конечно, наши образовательные регуляторы, они стараются в эту ситуацию вовремя встроиться. Значительно растет, увеличивается количество целевых мест для подготовки таких специалистов. Появляются новые магистратуры с фармацевтическим профилем под фармацевтическую промышленность. Вот обратите, пожалуйста, внимание, что в 17 университетах уже на базе фармацевтических факультетов, это только фармацевтические факультеты, да, открыты программы магистратуры «Промышленная фармация». Да, вузы с удовольствием открывают сейчас эти магистратуры, потому что есть спрос, это платежеспособный спрос, но, открыв такую магистратуру, первым образом сразу же сталкиваются с проблемами. Проблемы с чем связаны? Ну, во-первых, с тем, что не во всех регионах фармацевтические предприятия локализованы в прямой доступности к вузу, и это дает возможность встроиться им в учебный процесс. К сожалению, на данный момент очень большое количество преподавателей, работающих вот по этому профилю, не имеют опыта работы на фармпроизводстве. Недостаточное количество учебных пособий, учебников, которые сейчас соответствуют современному высокотехнологическому состоянию фармпромышленности. Разумеется, у вузов нет возможности открытия симуляционных комплексов для подготовки такого рода специалистов, потому что это достаточно затратная акция. Да? Ну и, естественно, вот то, о чем сейчас говорил Владислав Николаевич, это большая специфика фармпроизводства, связанная с выполнением требований надлежащей производственной практики, с наличием чистых помещений, в которые не допускаются посторонние люди, и, соответственно, нет возможности проводить практические занятия, практики, производственные практики для большого количества обучающихся. Соответственно, в связи с этим в большинстве случаев такая подготовка осуществляется в большей степени теоретически, и, соответственно, как бы время адаптации молодого специалиста к реальному производству, когда он туда приходит, достаточно велико, иногда до года. И фармпредприятиям приходится справляться с этими вопросами. Владислав Николаевич только вот сейчас говорил о том, что, значит, в Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик в 2021 году вот разработал тренажерно-демонстрационный продукт, виртуальный фармацевтический завод, который был ориентирован для фарминспектората. В 2023 году этот тренажерный продукт мы адаптировали силами Евразийской академии надлежащих практик под виртуальный завод для вузов. Значит, в 2024 году, увидев потребность, также адаптировали это ПО для внутреннего корпоративного обучения на фармацевтических предприятиях. У нас есть новые планы, они представлены здесь на слайде, но об этом позже. Уважаемые коллеги, что в настоящее время представляет собой симуляционный учебный комплекс фармацевтический VR для вузов? Итак, это уникальный программный продукт с реализованной технологией до полной реальности. Это масштабный учебно-методический комплекс, обратите внимание, курс лекций, тестовые задания, ситуационные задачи, деловые игры – это все производственные аспекты, все на базе производственных ситуаций. И самое главное – это методические рекомендации для преподавателей, алгоритмы
алгоритм и логика проведения занятия по промышленной фармации, по профилю фармацевтическому, значит, с полным разбором каждого дня или каждого модуля. Естественно, что такой VR предоставляет большие преимущества для реализации его в ВУЗе. Ну, во-первых, формируется целостное представление, не просто теоретическое, отдельное, операционное, а целостное представление у обучающегося о фармпредприятии, о требованиях GMP. Комплекс адаптирован под образовательные профильные дисциплины и практики. Его можно модернизировать любым образом, под любое количество часов. Вы сейчас увидите этот момент. Он снабжен учебно-методическим обеспечением новым. Учебники, учебно-методические пособия, с ними тоже можно познакомиться в фойе. Естественно, это обучение принимает формат игрового формата, максимальной визуализации, геймерский подход. Студенчеству это очень нравится. Ребята с удовольствием знакомятся и постигают эти компетенции. Естественно, что такое погружение студентов в производственную среду способствует формированию уже более глубоких профессиональных компетенций. Я хотела бы, коллеги, обратить ваше внимание, что при создании такого продукта было задействовано свыше 200 специалистов, и это не специалисты IT-сферы в первую очередь. Самое главное – это контент, это те операционные процедуры, которые формировали эксперты отраслевой практики, специалисты ГИЛС, преподавательский состав вузов, преподавательский состав и нашей академии в том числе. Вузу не под силу сделать продукт такого размаха и такого уровня. Уважаемые коллеги, я не буду больше рассказывать о этом продукте сама, я предлагаю вам познакомиться с ним визуально. Вот вы видите, у нас сейчас здесь сотрудник нашей Евразийской академии надлежащих практик Алена. Она сегодня послужит такой моделью. Я попросила бы сейчас дать нам возможность продемонстрировать в реальной ситуации VR. Вот давайте, значит, вот Алена сейчас видит шлем у нее на глазах, в руках джойстики. Она сейчас находится в этом VR-заводе. Все, что она сейчас видит в 3D-очках, у нас транслируется на экраны. Это та реальная ситуация, в которой мы сейчас можем с вами находиться. Я хотела бы очень кратко сейчас показать возможности этого VR. Итак, мы сейчас находимся перед входом на завод. Алена, я прошу, давайте заходим, значит, на ресепшн этого завода и покажите нам, пожалуйста, логику формирования этой программы, покажите нам меню, чтобы мы понимали, из чего состоит этот VR. Сцены нам покажите, пожалуйста. Итак, коллеги, обратите внимание, это полностью реализованный фармацевтический завод. У меня сейчас нет, к сожалению, возможности показать структуру, но это полноценный совершенно завод. Вот вы по модулям можете видеть. Это склад исходного сырья и готовой продукции, выполненный полностью по всем требованиям GMP. Это большой модуль, связанный с переодеванием персонала для входа в чистые помещения. Это абсолютно полностью реализованный технологический блок для получения твердых лекарственных форм, взвешивание, смешивание, гранулирование влажное, таблетирование. Это большой комплекс первичной упаковки, вторичной упаковки таблеток, а также совершенно уникальный модуль, который до этого момента вообще его никогда нигде не было представлено. Это инженерные системы фармпредприятия. И здесь можно очень активно изучать, погружаться в два направления. Это водоподготовка и воздухоподготовка. То есть это такая основная артерия фармпредприятия. Я прошу вас, Алена, давайте мы сейчас перейдем с вами на склад. Перейдите, пожалуйста. А я расскажу, каким образом формируются компетенции обучающихся при работе с этим VR-заводом. Итак, первый уровень компетенции предусматривает, когда студент или обучающий погружается в условия идеально выполненного по требованиям надлежащей производственной практики завода или его какого-то модуля и привыкает работать и находиться в этих идеальных условиях. То есть он соответствует всем требованиям. Вот вы видите, при любом модуле нас встречает специалист, он делает нам вводный инструктаж, особые проблемные точки рассказывает, сразу погружает, что можно, что нельзя. Мы в этот момент можем с вами видеть, обратите внимание, все инженерные системы присутствуют
присутствует здесь продукция, которая представлена на этих стеллажах. Значит, мы можем использовать, вот обратите внимание, пожалуйста, все в соответствии с требованиями, как на фармпроизводстве. Вот, например, мы сейчас видели, что это готовая продукция в стадии одобрена. Мы можем посмотреть все параметры необходимые, температуры, влажности и прочее. Мы можем посмотреть любые этикетки, которые, значит, здесь представлены, они тоже должны, соответственно, требованиям GMP оформлены, размещение на всех этих стеллажах. То есть для того, чтобы провести здесь не одно занятие, абсолютно много различных заданий, абсолютно много различных игровых ситуаций для того, чтобы, ну, в принципе, студент абсолютно почувствовал себя в этой производственной среде склада. Это идеальный, первый уровень, это идеальное представление. Алена, будьте любезны, давайте перейдем в меню. И я хотела бы показать, как могут формироваться компетенции второго уровня. Ну, давайте перейдем на гранулирование. Стадия влажного гранулирования. Значит, уважаемые коллеги, склад, все фармпроизводство сделано, вот обратите внимание, чистые, Алена, покажите, пожалуйста, там окна, вот чистые коридоры. Да, двери, посмотрите в окна. Вот они, чистые коридоры. Мы по этим чистым коридорам ходим по этому фармацевтическому предприятию в соответствии с требованиями. Можем зайти в любой модуль и посмотреть любой модуль, или можем на него сразу же перепрыгнуть, как вот мы сейчас с вами сделали. Вот, например, это процесс влажного гранулирования, который осуществляется при производстве таблеток. Алена нам демонстрирует сейчас, что мы можем брать все журналы, мы можем заполнять в соответствии с заданием свои рабочие тетради, которые прикладываются к этому комплексу. Мы можем знакомиться со всем оборудованием, которое здесь представлено. Вот видите, даже исходное сырье, здесь технико-экономический баланс и все, которое необходимо в системе рассчитать на каждый этап. Мы можем ознакомиться с любым оборудованием. Покажите нам, пожалуйста, влажный гранулятор, сушилку в псевдоожиженном слое. Мы можем вот ознакомиться с пультами управления, с различными критериями, которые здесь расположены. Но это как бы обучающий момент. Здесь на уровне формирования второго уровня компетенций заложены ошибки, заложены несоответствия. То есть вот то, что на первом этапе мы знали, что это идеально, сейчас на этом этапе мы должны со студентами видеть, так, а это не должно быть, это неправильно. Вот обратите, пожалуйста, внимание, вот как раз самое простейшее несоответствие, которое, ну, как правило, видят все. Чистое помещение, в котором находится стаканчик с кофе, находится какое-то ведро, да, которого категорически, естественно, быть в этих помещениях не должно. Это самые простые несоответствия. Если сейчас кто-то смотрит более профессионально, он видит, здесь сейчас уже заложены те ошибки, которые студент должен найти вместе с преподавателем, акцентировать на этом внимание. Третий уровень компетенции формируется с помощью ситуационных задач. Алена, давайте выйдем отсюда, перейдем сцену, ну, допустим, таблетирование, следующий этап технологический, таблетирование. Вот каким образом заложена уже ситуационная задача, здесь мы выбрали этот режим, и обратите внимание, вот у нас этап таблетирования, вот у нас в работе находятся таблетки парацетамола, все хорошо, серия нам понятна. Покажите, вот, пожалуйста, магнихелик, который показывает перепад давления в коридоре и в самом помещении для предотвращения перекрестной контаминации микроорганизмов, пыли и всего остального. Здесь уже ошибка. Вот сейчас наш уважаемый коллега откроет двери, и давление не упадет до конца. Это ошибка. Вопрос, это ситуационная задача. Почему это происходит? Включается как раз вот причинно-следственная связь в рассуждениях студентов. Он начинает думать. Он знает, как правильно, как неправильно, а почему происходят тогда какие-то нарушения. Вот на этом этапе мы можем это все посмотреть. Ну, помимо того, что, естественно, опустите, пожалуйста, прибор, просто загляните туда, вот вы видите, там идет процесс получения таблеток, роторный таблеточный пресс, 16 пуансонов и так далее, и так далее, и так далее. Весь процесс со всеми журналами, процессами, критериями производства, все здесь представлено. Ну и, наконец, самый сложный, это 4-й уровень компетенции формируется при реализации деловых игр. Алена, давайте выйдем в меню
И мы можем пройти по коридорам, но за неимением времени выйдем в меню. Давайте первичную упаковку. Следующий вариант. Деловая игра – это уже 4-й уровень компетенций. Мы уже понимаем, со студентами думаем и соображаем, как происходит все это. И на этом этапе формируется учебная группа, членам этой группы раздаются роли. Кто-то из себя представляет аудитора, фармацевтического инспектора, кто-то директор по качеству, директор по производству, технолог и так далее, и так далее, и так далее. Осуществляется определенная ситуация, в которую должны все включиться и принять определенные решения. Вот заходим сейчас, вот вы видите, нам коллега сейчас дает небольшой инструктаж для того, чтобы зайти в это помещение, рассказывает какие-то определенные моменты, тоже здесь показывает. Вот совершенно в работе, обратите внимание, таблетки парацетамола, обратите внимание на серию, нам это сейчас пригодится, объясню почему. Вот. Для меня сейчас проблема, как для фарминспектора или аудитора, то есть я должна зайти и сразу же увидеть несоответствие, а мои коллеги должны каким-то образом объяснить, что это или несоответствие, или как-то попытаться эту ситуацию вовремя устранить. Итак, все, перекрестная контаминация, мы с ней боремся, давление есть. Открываем эти двери сейчас, заходим в пространство и начинаем искать несоответствие. Я хотела бы, чтобы сейчас Алена нам показала в целом помещение. Давайте посмотрим, что здесь. А наша задача сейчас сразу найти, что же нам ПО здесь представило как несоответствие. Вот это исходный материал для того, чтобы мы могли в блистеры упаковать наши таблетки. Покажите, пожалуйста, линию упаковочную. Вот она, упаковочная линия, прорисована. Я уже вижу здесь нюанс. Да, можно вернуть к монитору. Обратите внимание, на мониторе прилеплен стикер с паролем для входа в эту систему. Это категорическое нарушение, потому что пароль выдается лично оператору этой упаковочной системы, чтобы не было там никаких заносов, вбросов и всего остального. Здесь он прилеплен в сплошном доступе. Это уже серьезное нарушение. Следующее нарушение вон на полу там лежит тоже. Покажите, пожалуйста. Подойдите, поднимите. Видите, мы можем поднимать. Пожалуйста, блистер упаковки парацетамола. Это что-то упало с упаковочной ленты? Нет, потому что если посмотреть серию, мы с вами только что обратили на нее внимание, другая серия. То есть это или предыдущая упаковка, которая была тогда вопрос, как чистили помещение до этого, да, как подготавливали к производству, или, естественно, какой-то занос. Но вот тут уже вопрос, и все люди, все игроки деловой игры в соответствии со своим функционалом должны включиться в эту системную проработку этого несоответствия, предложить какие-то меры профилактики будущего устранения этих рисков. Итак, коллеги, формируются компетенции нескольких уровней. Системное восприятие фармзавода. Вот видите, это уже следующий этап. Вот в окно мы видим, это вторичная упаковка идет. Системное представление о фармпроизводстве, понимание рисков, влияния и на качество, понимание работы инженерных систем, понимание роли каждого специалиста в соответствии с должностными, да, его инструкциями при принятии управленческих решений. Естественно, что это формирует профессиональные компетенции и позволяет студентам в дальнейшем значительно сократить срок адаптации к реальному производству, на которое он через некоторое время приходит. Уважаемые коллеги, у нас VR будет представлен в холле здесь. Пожалуйста, мы приглашаем любого. Оденьте, пожалуйста, эти очки, возьмите в руки джойстики и совершите самостоятельный экскурс по фармацевтическому заводу в виртуальной среде.